Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Заброшенные дома могут рассказать много интересного о прошлом. Здесь можно встретить практически нетронутый быт из прошлого века. В этот раз чердак очень порадовал находками, а в сарае я нашел самые настоящие старинные сани. Приятного просмотра! Ух ты! Это же спинка от саней. Вот я и выбрался снова на поиски заброшенных деревень. Такой вот первый дом, с виду совсем не жилой. Есть кто? Сарай. Дом, похоже, открыт, вижу. Окно. Есть кто? Есть кто дома? Кухня. Рукомойник. И разобранная печь. Эх, тут, похоже, давно уже людей нет. Икона, что ли? Вон Иисус Христос. И люди с ним сидят. 2011. То есть заброшен этот дом уже как 12 лет. Ладно, пойдем дальше. Красиво здесь на природе. Тихо и спокойно. Очень соскучился я по вот этой атмосфере деревенской. Вижу баню. Трубы только почему-то нет. А может, это и не баня? А нет, баня. Остатки печи, камни, скамейки. А вот и сам дом и сарай. Ух ты! Это же спинка от саней. А это не просто спинка. Это самые настоящие сани. Я уже как-то видел сани. Очень похожие. Только те были больше. Это, наверное, сани на одного. Максимум на двоих. Дом кирпичный. Обычно в деревнях деревянные дома. Закрыто.
Паутина, кстати, есть на двери. Разломанная бочка. Опа! Окно открыто. Но, кстати, дом подключен к линии электропередач. Есть кто? Хотя если входная дверь закрыта снаружи, внутри никого быть не должно. Еще бочки и лестница на чердак. Коньки. Причем, видно, старые. Шкаф тоже какой красивый. Сумочка. Пустая. Сразу загляну на чердак. Опа! А чердак-то не пустой. Очень застоявшийся запах тут. Валенки. Бутылки. Еще бутылки. Много спиртного пили. Юность. Вначале подумал, что это лампа, но нет. Это похоже на микроскоп, что ли. Поправьте меня, если я не прав. Это, походу, радиола. Да. Сейчас достану. Вот она. Рекорд D65. Какая красавица. Правда, состояние, конечно, уже так себе. Сумочка. Геометрия, 7 класс. Это сумочка с тетрадками и учебниками. Немецкий язык. 81-го года записи. Обалдеть. Снова немецкий. Так, это, по-моему, здесь ничего нету. (81-й, 82-й учебный год. Записи по геометрии. В общем-то, да, это сумочка с тетрадками и учебниками из 80-х. С ума сойти. Саласпилский лагерь смерти времен Второй мировой. Книжка 75-го года. Тут, видимо, рассказывается история с иллюстрациями.
тех ужасных событий. Латышский язык. Снова латышский. Наверное, чье-то сочинение. А это похоже на детали от прядского станка. Это я еще даже в самом доме не был. И столько всего уже нашел. С ума сойти, сколько истории скрывают такие дома. Воронежская фабрика игрушек. Дед Мороз. Вот он. Дедушка Мороз. Телевизор когда-то был. Неужели это все заброшено еще с 80-х? Веник для баньки. И просто различные предметы быта. Химия. Цибульский. 82-й год. Жили здесь, судя по записям, латыши. Все в основном на латышском. Конспекты по химии. Химические реакции. Уравнения, записи. Главная работа, которая сейчас подвергается механизации, это обработка земли. 80 гектаров в день обрабатывает совхоз. 77% земель уже обработаны. 81 год. Интересно, что же будет в доме? Одежда. Шуба. Ой, сколько тут всего. И полный беспорядок. Так, снова одежда, а сверху какой-то мешок. Это просто зонтик. И одежда. Вау. А этот дом явно получше, чем предыдущий. Так, закроюсь. На всякий случай. Кухонный уголок. 2012. И различная кухонная утварь.
рукомойник. Не живут тут давно. Шкаф. Очень часто встречаю вот такой индийский кофе. 2011. Мне, кстати, вот что интересно. Если в 80-м году человек учился в школе, и ему было, лет 10, то сейчас ему уже 50. Есть ли здесь свет? Нет. Света здесь нету. Икона. Счетчик. Довольно свежий. Снова одежда. Как-то много одежды здесь. Как он скрипит. Внизу там, похоже, ничего интересного. Кровать. Еще комната. Самая большая в этом доме. Сколько же здесь человек жило, что здесь столько шкафов для одежды. Радиотехника. Магнитофон, приставка. Вот это интересная штука. Вот она. М7301. Стерео. Интересно только, какого года она. Книжки на латышском языке. Практически все. Инструкция к электрокофемолке завода Страуме. И внизу тоже книжки. На русском. Рассказы французских писателей. А все остальное похоже на латышском. Как тут пыльно. И запах такой очень застоявшийся. Тут пару лет, думаю, точно никого не было. Они живут тут, видимо, уже как 10 лет. 2008 вообще. Но кофе был 2011. Красивая коробочка
Внутри записка и лекарства. Молитва Иисусу Христу на латышском языке. Записи вообще 55-го года. «Золотая чайка». Стихотворение. Опять же на латышском. Потолок. Это с чердака насыпало. Я думаю, что за куча. Снова книжки. Все в плесени. Жалко, что в наше время люди не читают книжки. Точнее, читают, но гораздо меньше. «89-й год». Да, много здесь лежит всего интересного. В печке даже осталась растопка. Чуть не пропустил еще счеты. Вполне себе рабочая. Там вдалеке ходит аист. Вот они, красавцы. Вон еще двое, даже трое. Не, ну Саня, это, конечно, что-то с чем-то. Я их немножко раскопал для того, чтобы получше разглядеть. Они очень похожи на те, которые я уже видел, только поменьше. И да, теперь я знаю, что сани обычно тянут не собаки, а лошади. Спасибо, что рассказали мне об этом. Вот такой дом сегодня я нашел. На удивление, не нашел посуды и фотографий, хотя обычно их можно найти в каждом доме. Наверное, оно и к лучшему, что внуки или эти люди, когда уезжали, забрали большинство вещей и уехали. Что ж, всем спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч, дорогие мои зрители.